Мы видим, насколько мир идет в сторону Третьей мировой войны. Мы еще находимся на пороге тектонических изменений. И ответственность элиты о том, что находится именно в самом сложном, самом тяжелом месте, мне кажется, это просто обязанность твоя. Пытается пройти эту жизнь не просто кушая, выпивая, радуясь, а еще что-то сделать в этой жизни. Конечно, этот момент такой вот, момент истины для всех нас. Меня всякий раз вдохновляет, когда я вижу проект Рубена, что за ними стоит, горизонт планирования, на сколько лет вперед он смотрит, какие семена он сеет. И, как правило, во всех этих проектах я вижу семена гуманизма, просвещения и сострадания. Рубен учит быть человеком. Он сам эту фразу часто повторяет. Главное – оставаться человеком. И он учит не догмами, не наставлениями, не выступлениями, а он учит своим примером, своей жизнью. Как сказал Ганди, «My life is my message». Вот его жизнь, оно и есть это сообщение. То, как быть человеком, что это значит. Рубен, он очень масштабный человек. Всегда, когда он смотрит на какую-то ситуацию или проблему, он берет очень большой такой срез. Смотрит не в микродетали, а смотрит, как вот то, что происходит, будет выглядеть с точки зрения стратегии. Рубен, в общем, человек мира, который мог объединять людей с самыми разными интересами из самых разных стран, самых разных национальностей вокруг вот каких-то действительно интересных, светлых проектов. Рубен представляет мир не таким, какой он вот есть сейчас, а таким, каким он может быть в будущем. Рубен слышит колокола раньше, чем другие. Он говорит: друзья, давайте сядем и переосмыслим, и перепроектируем, и поймем, как жить дальше, нежели будем ждать, пока вся эта история впадет в безумный кризис, войны в кровопролитие, а потом, уже поняв, что уже деваться некуда, мы будем сидеть и думать, куда идти дальше. Надо иметь внутри много сил и внутренней смелости. Откуда она берется? Она берется от того, когда начинаешь задавать вопрос: а кто я, что я хочу в этой жизни, как я хочу встретить старость, как я хочу, чтобы меня вспоминали следующее поколение. А мне важно это вообще или не важно? Масштаб личности зависит от тех вопросов, которыми эта личность задается. Рубен – это человек, на которого хочется быть похожим. Удивительным образом сочетает в себе красоту ума и большое сердце. Он умеет жить не только из прошлого в будущее, а он, как визионер, умеет жить из будущего в настоящее и понимать, а что нужно делать сегодня для того, чтобы это лучшее будущее наступило. И не просто понимать, но делать самому, а также в это будущее приглашать большое количество людей, которые вместе с ним это будущее создают, участвуя в нем. Настолько привержен вот этой идее сделать мир лучше, что он просто каждый раз берет все новый и новый уровень челленджа. Я помню, мы только когда начали, договорились в партнерстве, начали как-то работать, и мы с ним сидели на даче. Я ему спросил, я говорю: Рубен, ну ладно, ну как бы вот это все спасение мира, как бы вот, ну вот по-серьезному давай. Я говорю: зачем? Он сказал: я правда хочу сделать этот мир немножечко лучше. Я думаю, что каждый рождается на Земле для того, чтобы сделать мир лучше. Не у каждого это получается. Рубен один из тех, у кого как раз это получается. Делает многое правильно. Эмоционально, интуитивно, по призванию, по миссии. Мы сейчас идем в мир, где возникает новые понятия, когда выясняется, что нет необходимости измерять свой собственный успех через количество купленных машин или там, какой у тебя адрес, какие у тебя часы на руке или какое количество у тебя денег на счете, потому что мы живем в мире, где действительно трансформируется понимание очень многих важных элементов, я надеюсь, в лучшую сторону, иначе мы
чисто зарабатывать деньги, уничтожим нашу планету быстрее, чем сможем воспользоваться теми деньгами, которые мы заработаем. Никогда не интересовали там, ни машины, ни квартиры. Его интересует его 60 плюс проектов в партнерствах с разными людьми, потому что он, конечно, является вот этим магнитом, который притягивает к себе пассионарных, вот этих талантливых людей разного возраста, вероисповедания, национальности. И дальше как бы вот в его поле невозможно не как бы прорастись. И вот, мне кажется, в чем вообще смысл его жизни и в чем его интерес. Вы знаете, мы однажды с ним летели в Ереван вместе, как раз и обсуждали, что происходит. Такое ощущение сложилось, что он испытывал физическую боль от того, что происходит. Что нужно человеку очень обеспеченному? У него все есть. Человек мира, которому, в принципе, уже ничего не надо делать, который уже служил спокойную, радостную жизнь. Вот это и есть свойство лидера и личности. Очень тонко почувствовать ответственность за то, что я нахожусь здесь сейчас, и я оказался здесь сейчас не случайно, и вот принять на себя ответственность за этот момент. Мы можем выбирать, из каких себя действовать. Из себя маленького или из себя большого. Рубен, он ориентир. И когда я хочу поступать из себя большого, когда я выбираю действовать из себя большого, я в этот момент спрашиваю себя, а как бы на этом месте поступил Рубен? А люди, у которых выражена мироцентричная позиция и понимание того, что все-таки мир един, и очень важна коммуникация между собой, эти люди, они будут из этой точки сборки действовать, общаться со своими сотрудниками, со своими партнерами, с другими людьми. Это эволюционный способ, не революционный. Я много работаю с большими, серьезными организациями. Первое, что меня, когда я пришел однажды в тройку, приятно удивило, это то, что к Рубену всегда была открыта дверь. Любой сотрудник мог зайти, пообщаться, выпить кофе вместе с Рубеном, хотя он был уже очень большим человеком. Это удивительное свойство. Одновременно быть очень большим, и очень доступным и открытым. Это многого стоит. У него был уже на тот момент личный водитель, и вот он с гордостью сажает своего отца в автомобиль, едет вместе с ним, общается с водителем. И отец, выйдя из машины, произносит следующую фразу: «Рубен, ты должен общаться со своим водителем так, чтобы в тот момент, если вы поменяетесь местами, ничего не изменилось». Бизнес должен интегрироваться с социальным импактом, что нельзя просто зарабатывать деньги, и не это является критерием успешности, а как насколько эти деньги заработаны, действительно там помогают дальше миру жить. Вы знаете, мы вот с Рубеном много раз говорили про то, что лучший способ заработать $1 миллиард – это помочь миллиарду людей. Если есть в жизни смысл и большая миссия, все остальное становится вторичным. Можно заниматься в жизни какими-то бытовыми делами, да, и ставить себе вот эти вот цели. Там, я хочу купить машину, квартиру, там, не знаю, дачу, яхту, там, то, сё, 5-10. А можно думать о том, как будет развиваться твой народ, что нужно для того, чтобы твой народ был там счастлив и успешен в какой-то перспективе и так далее. То есть Рубена скорее всегда волновали вторые вопросы. Мне кажется, лучше оставить лучший мир, чем много денег. Для Рубена деньги вообще как бы не являются мерилом ничего. Рубен удивительным образом умеет сочетать на большом масштабе гуманистическую и капиталистическую идею. Гуманистическая идея без подпитки, без капитала, она не имеет рычага, а капиталистическая идея, она без гуманистической бессмысленна, у нее нет жизни. И вот то, как он этот принцип в своих проектах воплощает, возможно, не называя это так, это вдохновляет. Это пример для подражания. Однажды я услышал от Рубена фразу: «След живет гораздо дольше, чем человек». Эта фраза запустила какой-то очень интересный процесс, след. И дальше мы, я помню, много говорили про следы, про наскальные надписи, почему люди создают величественные там статуи или пытаются оставить следы, наследие.
И просто какое наследие мы создаем. И вот школа в Дилижане, или Сколково, или Дом, или я лучше и поставлю. И это, и это. Это все артефакты. Это вот этих вот следов. Это наследие. Мы проживаем пользу от распространения воззрений, которым мы способствуем. Воззрения распространяются именно вот этими актами или артефактами. И вот именно в этом контексте для меня и школа в Дилижане стала играть вот как значимый артефакт вот этого проявления высшего человеческого откровения. Филантропия, она всегда стояла во главе угла, и профессионализация этой отрасли являлась миссией, да, то есть человек. Ему было интересно собирать вокруг себя много интересных людей, делиться их знаниями, давать возможность, чтобы люди могли бы осеменять, так сказать, друг друга интересными идеями, знаниями. Рубен, на мой взгляд, думал о помощи именно таким образом. Помогать можно по-разному. Помогать можно из снисхождения и пренебрежения к слабому. Я такой сильный, а ты такой слабый, я тебе помогаю. Помогать можно из мысли о будущем, из того, что я оставлю в этом мире после себя. В каком мире будут расти мои дети и вообще дети и люди. И у меня такое ощущение, что Рубен думал именно так. Что останется потом? Что можно изменить в этом мире, в котором так много трудностей, проблем другим людям? Из позиции наследия. И что я оставлю своим детям? Какие смыслы и ценности? То, что делать, должно быть интересно, масштабно и неожиданно. Я сказал, что в Сколково будет бизнес-школа в России. Мне говорят, что в России бизнес-школа? Какому бизнесу можно учить в России? Да? А я еще ставлю все, что у меня есть на этот проект. Я ставлю там свои ресурсы, деньги, время. Это, конечно, история успеха. И далеко не каждый человек в своей жизни может похвалиться или просто записать себе заслугу, ну вот что он такое что-то масштабное сделал. Правда же? Люди вообще не всегда верят в масштабный проект. Во-вторых, конечно, многим тогда казалось, что бизнес-класс в стране еще не сформировался. Да? Какой бизнес? Страна прожила много десятилетий, когда и частной собственности вообще не было. Не то что бизнеса. И, конечно, это находилось в каком-то диссонансе с идеей создать вот еще такое абсолютно бизнесовое, управленческое, предпринимательское. В общем, в это тогда было трудно поверить. Поэтому я понимаю людей, которые сомневались. Когда-то не было такого понятия, как управленческое или бизнес-образование в стране вообще. И школа Сколково стала пионером в этой сфере. И более того, изначально в этот проект мало кто верил. Тем не менее, школа состоялась, и, с одной стороны, это всемирно признанная институция образовательная и исследовательская. Например, мы, как школа управления Сколково, представлены в рейтинге Financial Times. Например, в 2022 году мы заняли, 26 место среди всех бизнес-школ по программам корпоративного обучения. Наша программа Executive MBA представлена в топ-50 мировых программ. То есть и в этом смысле мы точно присутствуем на карте международного бизнес-образования, с одной стороны. С другой стороны, мы школа, которая реализует свою миссию – развивать таланты и, собственно говоря, развивать лидеров, которые меняют себя, свои бизнесы, компании, страну и мир. Мы как явление точно совершенно подтверждаем, что скептики были неправы. Он умеет слышать аргументы, ему интересно мнение людей, которые думают иначе. Мне это качество очень нравится, да? Когда ты умеешь слышать, слушать людей, у которых иная у тебя точка зрения. Это дико полезно. У него этот Божий дар тоже есть. Во-первых, это человек, который, с одной стороны, декларирует принципы, но исследует им. Это очень редко в наше время. Во-вторых, это человек, у которого есть мечта. И в-третьих, это человек из будущего, который живет в будущем. Иногда приходит к нам, чтобы что-то рассказать или просто посмотреть, что же происходит в настоящем. Это уникальный проект, в котором удалось мне собрать огромное количество людей, которые поверили идее большой, поверили мне, как гаранту, что этот проект будет именно работать по этим правилам. И вместе, 18 человек, мы создали проект, который реально сейчас является одним из ключевых в бизнес-образовании России. На старте всегда важна страсть. Она у Рубена, очевидно, была. Желание это сделать. Он верил в этот проект, он в него вложил
душу, страсть, безусловно, и деньги, и мозг, и усилия, и время. Открытие школы Сколково для Рубена и для других учредителей состояло в том, что если страна претендует на звание рыночной экономики, то она должна иметь все атрибуты и всю инфраструктуру, которая присуща такой стране, одним из которых из атрибутов является очень хорошая международная бизнес-школа, очень хорошая школа управления. Это человек, который видит на 30 лет вперед, это минимум. Человек, который за собой ведет людей. Поэтому, когда Рубен говорил, что невозможно даже представить, что вообще такой проект может быть в России, на самом деле он имел в виду, что это будет российский проект, который будет развиваться в мире. И все наши результаты это показывают. Большой гуманитарный проект, который создал образцы новых практик для России, которые, я надеюсь, простимулировали развитие важных процессов, повысили внимание к образованию вообще и внимание бизнеса к образованию. Стало появляться много других частных проектов в области образования, не только бизнес-образования, но и высшего, и среднего, и начального образования. Это стало модным в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что вклад Сколково в этом тоже есть. Вы знаете, школа управления Сколково — это явление, которое является важным не только для России, но и для зарубежья в том числе. За 17 лет работы школы через нас прошло более 60 тысяч выпускников различных программ школы. И это не только граждане России, это были представители других стран. Это, конечно, большое достижение. В этом смысле Рубен, конечно, счастливый человек. Не каждый может видеть вот прямо, что ты придумал, сделал, и вот оно есть. И это приносит радость и пользу все большему числу людей. И Рубен все-таки, он относится к классу людей, которым нравится менять мир, культуру страны, менять цивилизацию, вот, развивать все это. Ну, в каком-то смысле это такой проект, он, который обеспечит какой-то тектонический сдвиг. Рубен — человек масштаба, и у этого масштаба есть география, и у этого масштаба есть горизонт планирования. И география Рубена — это весь мир, он такими категориями мыслит. Если делать проекты, то так, чтобы они были интегрированы в мировую среду. Рубен сфокусировался на идее сделать мир чуточку лучше, и плодами этой идеи стала бизнес-школа Сколково, стал бизнес-клуб Атланты, Ноудом. Он верил в силу сообществ уже тогда, когда еще вообще никто даже об этом не задумывался, не понимал, что это и с чем это едят. Этот замечательный мир, который вокруг себя создали Рубен и Вероника Ноудом, это, на мой взгляд, совершенно удивительное место, где собираются люди культуры из Москвы, Петербурга, других городов. Причем это не обязательно те, кто культуру, так сказать, создает. Это те, кто ее любит, что не менее важно, те, кто ей помогает. И это такой, я бы сказал, остров, такой остров, который они создали, и вот приходом новых людей в Ноудом этот остров, как бы, его территория расширяется, намывается, и чем он будет больше, тем лучше для нашей страны. Рубен был первым, кто считает элитой не тех, у кого должность или деньги, а носителей смыслов. И мы много с Рубеном обсуждали, когда вот появлялся Ноудом, что же такое элита. Вот общество развивается не толпой, общество развивается слоями, а слой объединяется смыслами, миром правят смыслы. И вот Рубену удалось создать такой социальный проект, и потому здесь бизнесмен встречается с дирижером, артистом, спортсменом, политиком, общественным деятелем, художником. Этот тип людей — это те люди, которые могут затевать какие-то проекты, которые закончатся через поколения. И многие проекты Рубена именно такие, поэтому успех заложенных каких-то камней, которые он заложил, он может прийти там, через 50 лет, через 100. Много учеников, много последователей. Рубен — человек-эволюционер, он человек просвещения. И если посмотреть на человеческую историю, то, как правило, такие пассионарии, люди
с таким образом мысли, они двигали человечество вперед. Я думаю, что то, что делает Рубен, мы будем способны оценить спустя какое-то количество десятилетий, а возможно столетий. Потому что он инвестирует в долгую, развивая школы, благотворительные фонды, развивая чувство сострадания в других людях. Он это не делает сам, а он присоединяет, приглашает, вовлекает других людей в благотворительность. Таким образом, он помогает не только тем, на кого эта помощь направлена, а он показывает, и с другой стороны, тем, кто помогает, что такое быть человеком. Может представить себе, каким может быть мир, когда каждый человек сделает свой вклад в то, чтобы гармонизировать его, это пространство для совместной жизни. И вот его способность видеть, его же многие называют визионером, видеть лучшую версию этого мира, гармоничную, прекрасную, и вот стремление к этому. Человек, который прошел десятилетиями совершенно другого формата опыт, и человек, который создал десятки, сотни конкретно работающих проектов, понимаете, опыт, знание, масштаб, глобальность таких людей во всем мире на вес золота. Я вот на каком-то этапе понял, что будущее человечества зависит от образования, что это будет главным элементом успешности мира. Поэтому я, как человек, верящий, что если ты сказал А, должен делать Б, то я понял, если я верю, что образование – это будущее мира, значит, в образование надо вкладывать свое время, силы, деньги. И в этом смысле это не совсем просто там благотворительность, это, что это будущее, которое повлечет за собой изменение, в том числе и успешное общество в целом. Образование – это одна из миссий Рубена в этом мире. Не в первый раз он обращается к теме образования. У него свое образование очень хорошее. В общем, это постоянное желание самосовершенствоваться, самообразовываться. Безусловно, это идет от его папы, от его отца, который имел абсолютный авторитет. Для него очень важно диалог, очень важно объединение людей, объединение культур, объединение мыслей и взаимопонимание между разными национальностями и разными культурами. Как мы можем построить мир будущего, если у нас миллиарды людей в мире, которые друг друга не понимают? Человек, который начинает заниматься школой и образованием, мне так кажется, что он создает будущее, проектирует будущее. То есть это как раз желание влиять на жизнь будущих поколений. И Дилижан школа, Дилижан пример тому, где мы можем общаться и учиться общаться с представителями разных культур, разных традиций, но на ценностном уровне все равно находить общий язык. Ну вот Алена, младшая наша, она ездила несколько лет подряд, ей очень нравилось. Она с большим теплом, стремлением каждый год возвращалась туда. Вся концепция этой школы, что дети приезжают со всего мира не для того, чтобы стать англичанами или русскими или французами, а сохранить свою идентичность и при этом узнать, что мир, оказывается, состоит из не только бело-черного. Рубен мироцентричный человек, который думает масштабами мира. С другой стороны, он умеет думать локально и глобально. И вот идея про создание школы в Дилижане, как я вижу, связана была с тем, чтобы создать такой центр притяжения для способных детей со всего мира, чтобы они получили там, с одной стороны, прекрасное образование, в прекрасных условиях, подходящей для этого среде, а с другой стороны, воспитывая этих будущих лидеров, а это все дети с таким лидерским потенциалом, приглашая их с разных точек планеты, показать, что мир един. И там же обучались дети из Турции, из Европы, из России, из Америки, чтобы с молодых лет воспитать в этих будущих лидерах ощущение единства. Это просто произвело на меня первый раз невероятное впечатление, когда я увидел эту школу просто как космический корабль. Я несколько раз был в школе в Дилижане и видел прекрасных преподавателей из разных стран, и, в общем, я видел, что это реально атмосфера, где люди не просто ходят на работу, а им самим интересно участвовать в общении с людьми, представляющими разные страны, разные национальности, разные культуры. Я большой сторонник этой концепции, когда я считаю, что человек, обладая четкой идентификацией самого себя, кто он есть,
кто его корни, откуда он пришел, что он в себе несет наследие прошлого, является человеком мира, является человеком глобальной всей этой планеты. Единственный путь, который может нас провести через этот тяжелый период перемен, когда ты понимаешь, что ты человек мира, ты любишь весь мир, ты ответственен за весь мир. То, что отличает Рубена, наверное, от большинства из нас, это обостренное чувство ответственности. Рубен понимал, что если что-то происходит в Индии, то это влияет как-то на нас в Армении или в России. Или если что-то происходит в Китае, это тоже влияет на всех нас. Глокальность, как я понимаю концепцию Рубена, это умение понимать, идентифицировать себя, чувствовать свою привязку к своей родине, к своей семье, к своему дому, к своим друзьям, к своей стране, к своей нации. Но в то же время понимать, что ты не можешь существовать в закрытом социуме, что все, что происходит вокруг нас, как бы далеко это ни было, в той или иной степени на нас влияет. Мне напоминает это высказывание академика Лихачева, который вот как раз и говорил ощущением себя в своем, допустим, национальном контексте и во всемирном. Более того, заостряя, Лихачев говорил, он разделял между патриотизмом и национализмом. Он говорил, патриотизм – это любовь к своему народу, а национализм – это ненависть к другим народам. И здесь огромная разница. Как раз вот такая школа, она воспитывает любовь к другим народам. Мне кажется, когда люди не понимают, какое может быть будущее, очень тяжело принимать сегодняшнюю действительность каждый день, в любой стране. А понимание будущего – это очень непростая вещь, требует очень много усилий. Дело в том, что для того, чтобы смотреть вперед, надо быть, как говорят, впереди всех. Поэтому для меня Рубен – это вот человек вперед смотрящий. Нет никакого предопределенного будущего. Твоя судьба, она в твоих руках. Завтра будет то, что мы сделаем сегодня, а не то, что предопределено вчера. И это заставляет с большей ответственностью отнестись к каждому поступку сегодня. И мне кажется, Рубен это очень хорошо чувствует. Татарский монастырь находится в 6 часах езды от города Еревана. Там вокруг этого монастыря 9 деревень, где безработица 50%, 5 месяцев в году, плохая погода. Приезжало 4000 туристов в это место. Но мы понимаем также, что восстановив монастырь, ничего не изменится ситуация. Мы сказали, мы построим самую длинную канатную дорогу, которая придет к этому монастырю. Мы построили канатную дорогу, которая привела к тому, что в этом году туда приехало 150 000 туристов. Это один из лучших монастырей X-XIII веков вообще на территории Восточной Армении. Со Средневековья это один из виднейших центров и важнейших центров христианской мысли Армении. Страшно пострадал от землетрясения в 30-х годах 20 века. Этот монастырь находится довольно далеко на востоке. Нужно было обязательно затянуть туда туристов для того, чтобы туристические маршруты по Армении не ограничивались вот таким, знаете, кругом, ближним кругом вокруг Еревана, чтобы каким-то образом страна, хоть и маленькая, но очень разнообразная, включалась бы в это. Этот монастырь является центром притяжения и духовным, и всяким другим для значительного числа соседних деревень, которые тоже более или менее получили толчок для развития, очень, очень серьезный. Вот таким образом. Расскажу такую историю, которая, честно говоря, мне очень много объяснила про Рубена. Его не было с нами. Мы поехали в Татев на той самой канатной дороге, которую он придумал. Потом мы отправились в монастырь Татев. И там такая лестница, по которой ты вначале должен спуститься, потом подняться к монастырю. И вдоль лестницы стоят бабулечки такие, которые что-то приносят продавать тем, кто посещает монастырь. Кто-то какие-то сладости продает, кто-то какие-то поделки, кто-то крестики. Как обычно это происходит перед монастырями. И мы шли без Рубена, мы шли с Вероникой, с его женой. И вдруг одна бабуля, она даже не спрашивает, что мы хотим. Она просто берет какой-то такой то ли целлофанчик, то ли кусочек бумаги, берет хлеб круглый, заворачивает его в бумагу
отдает Веронике очень тихо, вообще никто вообще не понимает, что происходит, и говорит: мужу передай, ладно? Это для меня ком в горле встал. Вот это очень дорого стоит. Это не про YouTube, не про телевизор, и не про Джорджа Клуни. Это про то, что человек может проникнуть каким-то образом в душу совершенно простых людей, которые прекрасно понимают, да, что, хлеб. Передай мужу. Вероника и Рубен — это не просто семья, это феномен. Мой дед, его семья стала жертвой этого геноцида, он был спасен, ему было 7 лет, когда он попал в дом для сирот, потому что турок его на Арбе вывез вместе с сестрой и с братом, спрятав их маленьких, а старших не смогли, все погибли, да, то все его 11 братьев и сестер погибли. Он их довез до границы, а потом он вырос, получил образование, стал профессором. И какое-то фантастическое вот это ощущение благодарности того, что ты сейчас что-то можешь делать, потому что кто-то когда-то помог твоему деду. В 2014 году армянский народ готовился к 100-летней годовщине геноцида армян в Османской Турции. И, безусловно, Рубен, а также Нубар и Вартан думали об этом. Что нужно, что можно сделать. Понятно, что было очень много инициатив, связанных со столетием. Вдруг стало очевидно, что во всех этих инициативах основной акцент делается на жертвах этой катастрофы и, конечно же, на тех, кто должен нести за это ответственность. Но при этом, кроме вот этих двух ключевых составляющих, были, есть и еще два актора, о которых мало кто говорит. Это, собственно, те, кто был спасен, и те, кто спасал этих людей. Это были люди самых разных национальностей. Так, собственно, был инициирован проект, который лег в основу международной гуманитарной инициативы «Аврора», который назывался «100 жизней». Идея была в том, чтобы собрать как можно больше свидетельств спасения, рассказать об этом всему миру. Стали думать, а что делать дальше? Как мы можем сказать спасибо, во-первых, тем людям, которые спасли армян 100 лет тому назад. И на том этапе стало понятно, что суть всего этого гораздо больше и выше, чем даже история геноцида армянского народа в 1915-23 годах. Что суть этого наднациональна и в корне своей универсальна. И, собственно, так была создана уже «Аврора» в той форме, в которой мы ее сегодня с вами знаем, о тех людях, которые сегодня, рискуя своей жизнью, спасают жизни других людей. В этом глобальный замысел «Авроры», в этом его уникальное качество этого проекта. Мне кажется, что это великий проект, и его надо продолжать. Начинает создаваться мир, который, безусловно, раньше существовал, но не было визуализации и понимания, кто эти люди. Люди, которые относятся к гуманитарным ценностям настолько глубинно. Почему-то ко всем, к остальным параметрам люди привыкли относиться с точки зрения такой спортивной состязательности, а вот добро творить в действии, как говорится в «Авроре», это было придумано Рубеном и его командой, и для меня большая честь присоединиться и существовать в рамках этого проекта. И благодаря, собственно, этой инициативе за последние 8 лет были названы 8 лауреатов премии из самых, опять-таки, разных уголков планеты. Это и врач, который из Нью-Йорка переехал в Нубийские горы и который, собственно, в территории размером с современную Австрию более 7 лет был единственным врачом. Вы представляете, насколько это сложно в конфликтной зоне, где одна группа людей убивает, воюет с другой группой людей. Это женщина из Бурунди, из Руанды, Маргарит Баранкидзе, которая также встала между двумя враждующими племенами и спасала жизни детей
и с той, и с другой стороны. Создала лагерь для этих детей, где они не только могут жить, но могут продолжать учебу и, собственно, нормальную человеческую жизнь, нормальное развитие. Или лауреат этого года, доктор Денис Муквеге из Конго, который, собственно, в первую очередь спасает жизни младенцев, которые рождаются в результате изнасилования женщин одного племени другим племенем. Я понимаю, что эти истории звучат ужасно, но, к сожалению, такова правда жизни. И да, в 21 веке такое происходит. А обо всем этом Аврора уникальна тем, что она человекоцентрична. Это единственная премия в мире, которая награждает именно гуманитарную, гуманистическую деятельность индивидуума, человека. Аврора, наверное, в какой-то мере такая новая этика, новая философия гуманности 21 века, в основе которой лежит очень важный принцип, который имеет очень ключевое значение для Рубена и, думаю, даже каким-то образом олицетворяет Рубена и определяет Рубена. Это философия благодарности в действии. Знаете, у каждого народа есть свои корни. И эти корни определяют основу не только наследия прошлого, но и будущего, как у дерева. Дерево, если корни начинают уничтожаться, то дерево не выдержит и не сможет приносить плоды. Действительно, колыбель не просто армянской, христианской цивилизации. И одно из немногих мест, где армяне проживали тысячелетиями. Здесь. Человек физически, конечно, может жить как хочет, но вот забыв корни, он уже в каком-то из его жизненно важных треков перестает существовать. Забыл корни, перестал питаться тем, чем необходимо питаться, вне зависимости от количества денег, количества потенциала и прочих каких-то элементов успеха. Казалось бы, это прошлое, но нет, это будущее. Почему нужно беречь картины Леонардо да Винчи? Или почему нужно беречь классику мирового кинематографа? Потому что это наша история. Армения — это настолько... Арцах, армяне — это настолько древняя нация. Это действительно колыбель культуры, религии. А, безусловно, надо продолжать беречь, поддерживать и язык, и культуру, и максимально, опять же, распространять, говорить об этом и другим людям, и чтобы другие народы в мире и другие страны четко понимали, что Армения — это народ с большим будущим. То есть, что это не должно вызывать никаких сомнений. Рубен Варданян никакого спасения не предлагает. Рубен Варданян понимает одну вещь. Да, у меня тоже 4 детей. Вот мы должны понять, как мы будем смотреть им в глаза, когда они вырастут и скажут: а, дорогие родители, а что же вы делали в этот момент? Да, есть очень серьезный риск, очень жесткие вызовы, но мы все, каждый на своем месте, каждый день проснувшись утром, должны говорить, что я должен сделать, чтобы сегодня помочь решению этой задачи. Я это решение, принимая, понимал всю ответственность, которую брал на себя, и понимал, что тут нет заднего хода. Тут невозможно сказать: знаете, ребят, я вот обиделся или я передумал. Это очень сразу видно. Ты настоящий или не настоящий? Вот это моментально люди чувствуют. Тебе говорят, какой ты? Я говорю, я счастливый, потому что я живу с людьми, которые настоящие. Плохие, хорошие, более образованные, менее образованные, но они настоящие, и это очень важно. Это, пожалуй, еще одно свойство Рубена, что каждый разговор с ним был очень глубокий. В какой-то момент он мне сказал: Артем, ты знаешь, семья — это очень важно. Это очень важно. Но если меня спросят, что для меня самое важное, за что я готов действительно в первую очередь пожертвовать жизнью, свободой, это Родина. Это очень естественное для него было действие, то есть это прямое продолжение тех жизненных принципов и ценностей. Мне показалось, это очень характерно, свойственно для него. Когда народу его было тяжело,
он не спрятался, был рядом с ними. Вот Бродский говорил гениальную вещь. Он говорил, что очень важно задать себе определенные вопросы и понять, трус ты или не трус. Вот Рубен Варданян не трус. Знаете, есть люди, у которых есть внутри такая, знаете, большая, широкая какая-то миссия. То есть вот он человек с миссией, то он всегда был озабочен судьбой народа, я бы так сказал. Так как он человек-созидатель, то есть он всегда смотрел на все, что как вот в той ситуации, которая есть, как улучшить ситуацию для всех, улучшить жизнь там, людей, жизнь, быт, там, энергетическое обеспечение, там, обеспечение там, водой там, и так далее, и так далее. И это гуманитарная абсолютно деятельность. То есть тут нет какого-то посыла против кого-то. Это посыл за. Созидать, улучшать и находить компромиссы. Такое поведение вызывает уважение даже у противника. Вот у меня такое ощущение, что даже те, кто оказался по другую сторону баррикад, мне кажется, даже эти люди его уважают. Бен – это вот человек, в каком-то смысле подвиг. Посвятил себя людям, служению. Он, конечно, тот человек, который это делает по своей жизни. Рубен, он в какой-то момент, будучи абсолютно состоявшимся человеком, решил, что это вторично. То, что он имеет, то, что он создал и так далее. Что богатство эфемерно. Вот. А есть вещи в жизни, которые определяют смысл твоего существования. И он, вот, собственно, так и поступил. Это служение, это важно, это первично в жизни. К сожалению, это понимается очень небольшим количеством людей. Рубен, он удивительно добр. Он переживает за общество, он переживает за людей и пытается помочь каждому, кто к нему обратится. Спасибо за пример того, как быть человеком. И вот эта неготовность человека стать во главе центра общества, мне кажется, один из ключевых вызовов. И у нас есть здесь несколько вариантов. Первый вариант – страшно, замыкаемся, создаем собственный новый замок, мыльный пузырь, пытаемся в нем спрятаться. Второй вариант – мы говорим, за нас все решат, мы тут ни при чем, что мы можем сделать, мы люди маленькие. И третий вариант – ты говоришь, нет, несмотря на то, что я не являюсь Билл Гейтсом и Папой Римским и не обладаю возможностью влиять на весь мир, я активный член этого общества. Я влияю своими действиями, я своими решениями, своими жизненной позицией оказываю влияние на то, что происходит вокруг меня. И здесь возникает вопрос, тот, с которого я начал. Насколько важна твоя собственная самоидентификация? Кто ты? Ну, я совершенно убежден, что, во-первых, он патриот своего народа, который, может быть, глубже других почувствовал ответственность за данный момент и свою личную ответственность. Потому он и оказался на острие процесса. Об этом говорить просто, а вот взять в этот момент ответственность на себя. Наши общие знакомые, друзья, то, что сделал Рубен, считают гражданским человеческим подвигом. Степень влияния этой мягкой силы невозможно переоценить. И она может расти в геометрической прогрессии, потому что таких людей становится с каждым годом все больше. Союзников, сторонников, друзей, партнеров. Людей, которым близка эта созидательная философия. Есть три жизненных философии. Разрушительная, созерцательная и созидательная. И Рубен — это яркий человек, который эту созидательную философию транслирует. Я хочу сказать, Владимир, откровенно, что сейчас во всем мире опасно. А где сейчас спокойно, да? Где сейчас спокойно? Видите, у нас как раз очень символично, да, в наш разговор. Сейчас звон колоколов. Мне кажется, набат звучит везде, что реально опасность очень большая во всем мире. Из-под покрова тьмы ночной, из черной ямы страшных мук, благодарю всех богов за свой непокоренный дух. И я, попав в тиски беды, не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы я ранен был, но не упал. Тропа лежит сквозь зла и слез, дальнейший путь не ясен, пусть. Но только трудностей и бед я, как и прежде, не боюсь. Не важно, что врата узкие. Меня опасность не страшит.
Я властелин своей судьбы. Я капитан своей души. Я недавно узнал, что это любимый стих Манделы. И, возможно, он ему помог пройти через его испытания. И мне он показался сейчас уместным. Это стих на все времена, который может помочь любому человеку пройти через испытания. Осознавать, что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг. Он капитан своей души. Проиграть можно лишь тогда, когда ты сам принял поражение. Пока ты не сдался, ты не проиграл.